Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вас приглашаю на мастер-класс по вязанию простых носочков из пряжи, в состав которой входит шерсть. Для вязания этого носочка вам понадобится пряжа. У меня это Alize Lana Gold Classic, 49% шерсть, 51% акрил. 100 граммов, 240 метров, цвет номер 645. Также вам понадобятся спицы чулочные. У меня они размером 2,6, потому что я вяжу свободно. Кто вяжет более плотно, может использовать спицы на полразмера больше. Крючок и один маркер. Давайте начнем. Набираем на 2 спицы классическим способом 48 петель. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем самостоятельно. В конце добавляем еще одну петлю. У вас на спицах должно оказаться 49 петель. Одна петля нужна для замыкания вязания в круг. Набрала я 49 петель. Теперь распределяем петли на 4 спицы. На 3 спицах будет по 12 петель и на одной спице будет 13. Думаю, что эту операцию все знают, как сделать. Одну спицу вытаскиваем и отсчитываем 12 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Берем следующую спицу и аналогично отсчитываем 12 петель. Выполняем самостоятельно. Распределила петли на 4 спицы. Вот у нас последняя спица. Здесь у нас 13 петель. Смотрим, чтобы у нас ничего не перекрутилось. Затем с первой спицы петельку перекидываем на последнюю. Перекидываем 13 петлю. Замкнули вязание в круг. Снова возвращаем спицу, петельку на первую спицу. Берем 5-ю спицу и начинаем вязать первый ряд резинкой 1 на 1. Провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночную, лицевую, изнаночную. Так, вяжем 8 рядов резинки самостоятельно. Закончили вязание резинки. Она у меня небольшая. Кто любит более высокую резинку, может провязать рядов 20. Если с отворотом, там рядов 40 на ваше усмотрение. Затем нам нужно провязать 14 рядов лицевой гладью. То есть все петли провязываем лицевыми. Изнаночные тоже лицевыми. Так, вяжем самостоятельно. Еще раз напоминаю, 14 рядов. Провязали 14 рядов лицевой глади. Теперь нам будем вывязывать укрепленную часть пятки. Для этого нам нужно петли с 2 нижних спиц перенести на одну. Как определить, где верхние спицы, а где нижние? В данном случае я сейчас вяжу правый носок, значит у нас кончик от нити должен находиться с внутренней стороны ноги. Получается, что вот эти вот верхние считаются у меня верхними спицами, это соответственно низ. Переносим
петли с 2 петель на одну спицу. Выполняем это самостоятельно. В этом нет ничего сложного, просто перекидываем петли. Вот таким образом, петелька за петелькой до конца. Выполняем самостоятельно. Теперь будем вязать только ряды нижней пятки, где у нас сейчас находится 24 петли. Первая петля у нас должна быть кромочной, поэтому первый ряд провязываем ее сначала лицевой петлей. Дальше вяжем лицевую, снимаем, опять провязываем лицевой петлей, снимаем петлю, лицевая, снять петлю, кромочную провязываем изнаночной петлей. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Провязали до конца, разворачиваем вязание, кромочную петлю снимаем, остальные все петли вяжем изнаночными в соответствии с тем, как они смотрят. Так, вот эта снятая петля у нас провязывается таким способом. Это за переднюю стенку, снова за заднюю стенку, за переднюю. Вяжем до конца самостоятельно. Снова развернули вязание, кромочную снимаем и провязываем лицевую, одну снять, лицевая, одну снять, лицевая, одну снять, лицевая, одну снимаем. Вяжем до конца, в конце вяжем изнаночной петлей. Довязали до конца ряда, разворачиваем вязание, снимаем кромочную петлю, и затем провязываем изнаночными. Сначала за заднюю стенку, потом за переднюю, за заднюю, за переднюю. Вяжем до конца самостоятельно. Провязала до конца ряда, снова разворачиваем вязание и повторяем: одну лицевую, одну снять, одну лицевую, одну снять. Таким образом провязываем самостоятельно еще 22 ряда. 4 ряда мы уже провязали, всего нужно 26 рядов. Вяжем самостоятельно. Провязали 26 рядов. Если посчитаете вот эти вот выпуклые петли лицевые, то их получится ровно 13. Теперь условно делим петли на 3 части петли этой нижней спицы. Средняя часть у нас должна быть всегда больше, чем боковые. Из-за этого на среднюю часть мы оставляем 10 петель, на боковые по 7. Провязываем. Так, снимаем кромочную. Дальше вяжем лицевые. Вяжем до тех пор, пока у нас на левой спице не останется 9 петель. Вяжем самостоятельно лицевыми петлями. На левой спице осталось 9 петель. Так, первую из 9 снимаем, следующую провязываем лицевой, делаем протяжку и разворачиваем вязание. Кромочную снимаем, вяжем изнаночными. Тоже до тех пор, пока на левой спице не останется 9 петель. И 9. Провязываем 2 изнаночные и еще добавочно провязываем еще изнаночную.
Разворачиваем вязание. Так, кромочную снимаем, провязываем вот до вот этой выемки, до разделения, не довязываем одну петлю. Вот дошли до последней петли, ее снимаем, следующую провязываем лицевой, делаем протяжку и провязываем одну лицевую, разворачиваем вязание, кромочную снимаем, вяжем изнаночными петлями до вот этого вот разрыва. Одну петлю также не довязываем. Провязываем 2 петли изнаночными и еще дополнительно одну изнаночную. Разворачиваем вязание, кромочную снимаем, вяжем лицевыми, вот до этого места. Так, снимаем петельку, затем провязываем следующую лицевой, перебрасываем и лицевую дополнительно. Разворачиваем вязание. Вот видите, у нас пяточка уже формируется. Кромочную снимаем, вяжем изнаночными, вот довязали опять до места разрыва, одна петля остается до него, провязываем со следующей петлей изнаночными и одну петлю еще раз изнаночной дополнительно. Разворачиваем вязание, кромочную снимаем, дальше вяжем все петли лицевыми, так, вот опять мы доходим до места разрыва, одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, делаем протяжку, еще дополнительно провязываем лицевую петлю, разворачиваем вязание, вяжем изнаночную сторону самостоятельно, в конце делаем 2 изнаночные, где наш разрыв, и дополнительно еще одну изнаночную провязываем. Довязала я изнаночный ряд до конца. У нас на спице должно остаться 16 петель. Вот видите, 4, 8, 12, 16 петель. Что мы делаем дальше? Провязываем 8 петель лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем следующую свободную спицу и также провязываем 8 петель.
Дошли мы до косички. Теперь с помощью крючка нам нужно поднять 14 петель. Крючок вводим за 2 стенки петли и вытягиваем нить. Дальше петельку накидываем на спицу. И аналогично так проделываем с каждой петлей косички. У вас на этой спице должно оказаться 22 петли. Выполняем самостоятельно. Я подняла петли косички. Вот у меня сейчас на этой спице 22 петли. Дальше у нас идут две верхние спицы. Их провязываем лицевыми петлями самостоятельно. Провязали 2 петли лицевыми петлями. У нас снова идет косичка. Так же, как и в предыдущий раз, поднимаем с этой косички крючком 14 петель. Выполняем самостоятельно. Подняли петли косички. Теперь вот нам нужно провязать на эту же спицу 8 петель с нижней лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот что у нас получается на данном этапе. Довязала я изнаночный ряд до конца. У нас на спице должно остаться 16 петель. Вот видите, 4, 8, 12, 16 петель. Что мы делаем дальше? Провязываем 8 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем следующую свободную спицу. И также провязываем 8 петель. Дошли мы до косички. Теперь с помощью крючка нам нужно поднять 14 петель. Крючок вводим за 2 стенки петли и вытягиваем нить. Дальше петельку накидываем на спицу. И аналогично так проделываем с каждой петлей косички. У вас на этой спице должно оказаться 22 петли. Выполняем самостоятельно. Я подняла петли косички. Вот у меня сейчас на этой спице 22 петли. Дальше у нас идут две верхние спицы. Их провязываем лицевыми петлями самостоятельно. Провязали 2 петли лицевыми петлями. У нас снова идет косичка. Так же, как и в предыдущий раз, поднимаем с этой косички крючком 14 петель. Выполняем самостоятельно. Подняли петли косички. Теперь вот нам нужно провязать на эту же спицу 8 петель с нижней лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот что у нас получается на данном этапе. Так, все петли мы подняли. Теперь провязываем один ряд лицевыми петлями по кругу. Выполняем работу самостоятельно. В этом нет ничего сложного. У нас начинается с вами клин подъема носочка. Вяжем самостоятельно.
Провязали ряд лицевыми петлями. Вот по этой стороне сейчас носка мы находимся. Нам нужно провязать лицевыми петлями, не доходя до конца, 4 петли. То есть вяжем лицевыми до этого места. Вяжем самостоятельно. На левой спице осталось 4 петли. Первую провязываем лицевой петлей, затем возвращаем ее на левую спицу. Вторую петлю перекидываем через провязанную, затем эту петлю снимаем, провязываем еще 2 лицевые. Это была наша убавка. Так, верхние спицы провязываем по рисунку, в нашем случае лицевой гладью. Вот эти вот 2 спицы провязываем лицевыми, вяжем самостоятельно. Провязали 2 спицы лицевыми петлями, дошли до второй стороны пятки. Теперь делаем убавку в зеркальном отображении. То есть сначала провязываем 2 лицевые, затем одну петлю снимаем за переднюю стенку, провязываем вторую лицевой и перебрасываем, делаем протяжку. Вот что у нас получилось. Дальше до конца вяжем лицевыми. Такие убавки мы делаем только на 2 нижних спицах до тех пор, пока у нас на них не останется 12 петель, как на 2 верхних. Вяжем самостоятельно. Я думаю, с убавками все понятно. Встречаемся с вами на месте, где у нас будет ровно по 12 петель на каждой спице. Я выполнила все убавки. У меня сейчас на 4 спицах по 12 петель. Вот такой вот клинышек у нас получился. Вешаю теперь маркер вот сюда, чтобы потом удобно было считать ряды. Теперь провязываем по кругу лицевой гладью 40 рядов. Я вяжу носки для дочки, у нее 38 размер. Вяжем самостоятельно. Встречаемся на последнем ряду из 40. И я покажу, как делать убавки для мыска. Я провязала 40 рядов. Носочек обретает правильные контуры. Так, теперь провязываем один ряд изнаночными петлями, один ряд лицевыми. Вяжем самостоятельно. Провязали ряд лицевыми петлями. Теперь вяжем лицевые петли до тех пор, пока на левой спице не останется 3 петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Лицевую петлю, так, эту петельку первую провязываем лицевой, переносим на левую спицу, затем следующую петлю протягиваем через провязанную, перекидываем петлю на правую спицу и 1 лицевая. На второй петле, на второй спице делаем убавку следующим образом: провязываем лицевую петлю, затем 1 снимаем за передние стенки и провязываем лицевую. Теперь снятую петлю перетягиваем и дальше провязываем лицевыми петлями до конца. Вяжем самостоятельно. Снова делаем убавку в конце ряда. Это значит 9 петель провязываем лицевыми. Первую из 3 петель провязываем лицевой петлей, возвращаем на левую спицу
и делаем протяжку. Вот дальше петлю перекидываем на правую спицу и провязываем одну лицевую. Это была убавка в конце ряда. В конце ряда этой спицы. Так. Сейчас у нас должна убавка быть в начале ряда. Лицевую провязываем, затем одну снимаем за переднюю стенку, провязываем лицевую и делаем протяжку. Дальше до конца вяжем лицевыми. Таким образом чередуем убавки. Сейчас у нас будет убавка в конце ряда, на следующей спице будет убавка в начале ряда, потом снова убавка в конце ряда, убавка в начале ряда. Так, делаем убавки до тех пор, пока на каждой спице не останется по 2 петли. Делаем убавки самостоятельно. У меня на спицах осталось по 2 петли, всего их 8. Теперь отрезаем нить, оставляем где-то сантиметров 15. Сейчас будем стягивать отверстие с помощью крючка. Так, мы закончили ряд на этой спице. Теперь берем следующую спицу и протягиваем нить, подхватывая петли крючком за переднюю стенку. Заводим крючок, протягиваем нить, петлю сбрасываем, затем снова заводим крючок под петлю и вытягиваем нить. То же самое проделаем с оставшимися 6 петлями. Стянули отверстие. Теперь эту ниточку нам нужно вывести на изнаночную сторону. Берем иголку. Так, вдели нить в иголку, заводим в полученное отверстие, выворачиваем носок наизнанку, ниточку закрепляем и прячем. Я нитку зафиксировала, спрятала ее в вязании и лишнее отрезала. Снова выворачиваем носок на лицевую сторону. Нам осталось спрятать вот эту вот нить начальную, которая осталась при наборе петель. Также выводим ее на изнаночную сторону, фиксируем и прячем в вязание. Второй носочек готов. Осталось только провести ВТО и можно носить. Надеюсь, у вас тоже такие носочки связались.